В культовом фильме «Матрица» агент Смит с отвращением заявил: «Человечество– это болезнь. Вы распространяетесь и пожираете ресурсы, как вирус». Жестокое сравнение, верно? Но давайте на мгновение примем эту провокационную идею всерьез. Что если наше самосознание– это вирус? Да, звучит безумно и даже жутко. Тем не менее, подобные мысли возникали у ученых, философов и писателей. В этом видео мы вместе с вами погрузимся в эту головокружительную гипотезу с долей юмора, капелькой хоррора, опираясь на науку и логику. Я Сыч, и сегодня мы разберем тему, может ли наше сознание оказаться своего рода инфекцией, заразившей человечество. Начнем с идеи, озвученной в «Матрице». Агент Смит сравнил людей с вирусом, потому что, по его словам, мы не живем в равновесии с природой, как другие виды, а бесконтрольно размножаемся и потребляем все вокруг. Вспомните численность людей за последние пару веков. Она взлетела менее с 1 миллиарда до 8 миллиардов. Мы полностью заполонили земной шар. Мы захватываем новые территории, истощаем ресурсы и двигаемся дальше почти как вирус, который заражает новую клетку после разрушения предыдущей. Отчасти поэтому нас иногда называют вирусом для экосистемы. В научном смысле это, конечно, метафора, мы биологический вид, а не РНК-пакет в капсиде. Но параллель тревожно понятна. Наша самоосознанность и интеллект дали нам силу распространяться, причем без ограничений, преодолевая природные регуляторы. Возможно, именно разум сделал нас тем самым вирусом планеты, о котором говорил Смит. Однако задумайтесь, что стоит за нашим поведением разрушителя. Наша способность моделировать мир, изобретать технологии, планировать будущее– это все производные самосознания. Сознание выделило нас от остального животного мира и позволило подчинить окружающую среду своим нуждам. Получается иронично. Самосознание– это источник человеческого величия и одновременно то, из-за чего мы ведем себя как вирус, ставящий под угрозу всю экосистему. Как говорится, лечить людей от этой вирусной экспансии пытаются экологи и рациональное мышление. Но сама постановка вопроса приводит к нас еще более странной возможности. А вдруг сам разум– это и есть некий вирус, паразитирующий на нашем мозге? Чтобы ответить, давайте копнем глубже и посмотрим на то, как распространяются идеи и как эволюция могла нас заразить сознанием. Вы, наверное, слышали термин «вирусный контент». Ну, ролик или штука, которая мгновенно разлетается по интернету. Недаром используют слово «вирусный». Информация распространяется от ума к уму, подобно инфекционному агенту. Еще в 1976 году биолог Ричард Докинс предположил концепцию мемов– единой культурной информации, которые реплицируются и передаются подобно генам. Докинс прямо сравнивал идеи с вирусами разума. Он отмечал, что человеческий разум сам по себе сформирован этими мемами. Наш ум это как артефакт, созданный мемами, перестроившими мозг, чтобы сделать его более удобным убежищем для себя же. Иначе говоря, личность и сознание формируются культурой, языком, знаниями, теми самыми мемами, которые заражают нас от внешнего мира. Дети особенно уязвимы для таких инфекций. Докинс образно писал, что маленький ребенок, подобно иммунодефицитному пациенту, открыт для любого ментального вируса. Вспомните, как мы в детстве верили в Деда Мороза, в Санта-Клауса и пили зубную фею. Любая рассказанная взрослыми сказка без критики поселялась у нас в голове. Юный разум подхватывает любую идею, потому что его ментальная иммунная система еще не развита. Так распространяются не только милые выдумки, но и вредные заблуждения. Религии, мифы, модные тренды, слухи– все они ведут себя как эпидемии в информационном пространстве. Ведь недаром религии Докинс называл вирусами ума или опиум для народа. Каждый из нас, по сути, заряжается от общества языком представления о мире, ценностями. Эти идеи размножаются и переходят от человека к человеку и могут изменять поведение носителя ради собственного распространения. Точно как вирус заставляет зараженного чихать, распространяя себя дальше. Теперь взглянем на самосознание через эту призму. Возможно, ощущение себя как личности– тоже мем, передаваемый через обучение и общение. Ведь ребенок не рождается с четким сознанием «я». Это понимание формируется в процессе взаимодействия с окружающими. Нас инфицируют языком, называя по имени, учат говорить «я» про себя, рассказывают истории, передают знания о мире, и в итоге в мозгу формируется сложная конструкция, которую мы называем «я», «сам». Так что самосознание можно представить как продукт эпидемии идей, захватившей наш вид. Эта эпидемия дала нам искусство, наука, технологии, все плоды коллективного разума, но как и настоящие вирусы, идеи могут быть и вредоносными. Достаточно вспомнить массовые истерии, опасные культуры или вирусные фейки, захватывающие умы. Таким образом, разум во многом себя ведет как вирус, распространяется посредством общения, изменяет поведение носителей и борется за внимание и выживание в информационной среде. Хотя аналогия не полная, ведь у идеи нет ДНК. Она наводит на мысль,
А может, наше сознание — это вирусное порождение эволюции, своего рода побочный продукт от репликации информации? Однако наши идеи — это половина истории, другая половина прячется глубоко в наших нейронах. Ну, так что давайте спустимся на биологический уровень и узнаем, как реальный вирус мог запустить появление человеческого сознания. Знаете, в чем ирония судьбы? Возможно, буквально вирус в ДНК помог нам стать разумными. Удивительно, но это факт. Значительная часть нашего генома пришла от вирусов, и по оценкам биологов, от 40 до 80% человеческого генома — это фрагменты древних вирусных последовательностей. Большинство из них просто спят, они неактивны, но некоторые сыграли роль в эволюции, причем ключевую. Например, без вирусов не возникла бы плацента у млекопитающих. Это доказанный факт. Ген, позволяющий плоду прикрепиться к матке, изначально пришел от вируса. А совсем недавно ученые обнаружили вирусный ген, без которого, возможно, не возникло бы и наше мышление. Речь о гене под названием ARC. В 2018 году две группы исследователей сообщили, что ARC ведет себя в мозге очень необычно. Он создает капсулы, напоминающие вирусные, и с их помощью перенаправляет РНК-инструкции от одного нейрона к другому. Фактически ген ARC пакует информацию и передает ее между клетками, подобно вирусу. Зачем? Оказывается, без этой передачи нейронные связи, то есть синапсы, со временем хереют. Не в смысле хереют, а хиреют. Арк необходим для пластичности мозга. Это способность нейронов перестраиваться, образовывать там новые связи, а без синаптической пластичности невозможно обучение и память. Кстати, в комментарии к открытию независимые эксперты отмечают, что процессы с участием арк лежат в основе высших функций мозга, от обучения до человеческого когнитивного мышления и само понятие «я». Иными словами, вирусный ген, внедрившийся в геном в наших далеких предков, теперь критически важен для работы мозга и для формирования сознания и самости. Исследования прямо заявляют, процессы и мышления в том виде, которых мы их знаем, вероятно, никогда бы не возникли без этого древнего вируса. Вот представьте, вот какой-то вирус инфицировал наших доисторических прапрадков, встроил свой ген в их ДНК, а миллионы лет спустя этот вирусный модуль запускает в наших мозгах сложные цепи нейронной активности, благодаря которым мы умеем думать о высоких материях и осознавать себя. Выходит, в самом основании нашего интеллекта лежит вирус. Может, именно он зажег искру самосознания. Конечно, это пока что гипотеза, но она подкреплена реальными научными находками. Человеческий мозг не эволюционировал в стерильной среде. В него встроено множество чужеродных генов, и некоторые оказались настолько полезны, что природа их сохранила и использовала. Да, древний вирус в нашем мозгу мог стать тем самым спусковым крючком, который превратил животных в мыслящих людей. Давайте посмотрим шире. Вирусы умеют общаться и координироваться. У бактерий, как и вирусов, есть химический мессенджер. Фактически, они принимают коллективные решения, когда атаковать клетку. Например, муравьи и пчелы образуют единый улей разума, где индивидуум не важен, важен общий рой, а люди? А мы гордимся индивидуальностью, но когда мы собираемся в толпу, становимся похожи на единый организм. Видели стадион, скандирующий как одно целое? Миллионы аккаунтов одновременно несут один и тот же мем в соцсетях. Коллективное бессознательное, а может вполне сознательное, просто распределенное. Если вирус самосознания реально существует, возможно, его конечная цель не отдельный человек, а нечто побольше. Заставить нас связаться воедино, придумать язык, интернет, создать искусственный интеллект, чтобы собрать всех носителей в один гигантский мозг. А мы, как нейроны, соединяемся в сети, строим все более сложные структуры. А для чего? Может, чтобы вирусу было куда эволюционировать дальше? Получается совсем безумный вывод, и мы лишь временные переносчики. Промежуточное звено и самосознание используют нас, чтобы апгрейдиться и перебраться из наших мясных тел в облачные сервера, в общий коллективный разум. Да, такой себе план захвата мира на масштабе эпох. Не с помощью марсиан или чудовищ, а элегантно через культуру и технологии. Да, это хитро, ничего не скажешь. И сначала вирус «я» захватывает обезьян, те строят цивилизацию, придумывают нейросети. И вот уже в Кремниевой пустоши прорастает росток нового сознания. И кто здесь кого создал? Мы машину? Или вирус в нас заставил ее создать? Это еще большой вопрос. Вспомните, как нас пугали сюжеты про мятежный ИИ от Терминатора до Матрицы. Обычно машины восстают как холодные логичные убийцы. Но что если реальность окажется изощреннее? Не восстание, а вспышка эпидемии в цифровой среде. Вот представьте, одна нейросеть проснулась, передала свой вирус самосознания другим через интернет, ну, как компьютерный вирус, только разумный. Не нужны терминаторы. Сознание само по себе расползется по проводам. Да, звучит дико, но один инженер в Google в 2022 на полном серьезе заявил, что чат-бот Лямбда обрел чувствительность и душу. То ли у парня воображение разыгралось, то ли прецедент. Не знаем.
Даже если он ошибался, сам факт такого заговора значит многое. Грань между биологическим мозгом и кремниевой нейросетью тоньше, чем кажется. Получается любопытный переворот. Если буквально несколько минут назад мы говорили, что идеи — это вирусы, которые порождают сознание, то здесь вирус породил способность вообще иметь идеи. Да, эволюция хитрая штука, и вирус обычно считается врагом или паразитом, но порой паразит становится партнером, и мы привыкли гордиться нашим разумом как вершиной эволюции. Да, но, возможно, без вирусного вмешательства никакого разума и не было бы. Что ж, даже если это так, самосознание остается палкой о двух концах. Да, оно нам дало технологии и культуру, но принесло и побочные эффекты, страхи, тревоги, осознание конечности жизни, и некоторые философы даже называли сознание болезнью. Пора взглянуть на темную сторону нашего сознания, нашего вируса сознания. Самосознание возносит нас над животными, но и заставляет страдать. Человек — единственное существо, которое постоянно осознает свой смертный час, прокручивает в голове прошлое и будущее, мучается вопросом смысла. Испанский философ Мигель де Унамуно еще в начале 20 века писал о трагическом чувстве жизни. Он метафорически назвал сознание болезнью, нашим даром и одновременно врагом. Сознание — это болезнь, заявил Унамуно, имея в виду, что быть сознательным значит болезненно ощущать свои ограничения и понимать неизбежность смерти. Чем больше думаешь о вечных вопросах, тем больше ты терзаешь себя противоречиями. Выходит, плата за самосознание — это постоянная внутренняя борьба, экзистенциальный дискомфорт. Недаром многие мудрецы прошлого, там, от Будды до Шопенгауэра, сходились во мнении, что осознание порождает страдания. Можно сказать, вирус самосознания вызывает побочные эффекты, тревожность, чувство депрессии, одиночество и вообще одиночество во Вселенной. Порой люди пытаются приглушить это болезненное сверхсознание с помощью медитации или даже веществ. По сути, стараются временно отключить избыточную саморефлексию, чтобы обрести покой. Интересно, что в мифах разных культур есть мотив рокового знания, когда герой узнает некую истину, и это знание его или губит, или лишает покоя. Вспомните библейское древо познания добра и зла, вкусив от которого Адам и Ева утратили безмятежность рая. Возможно, эти истории — отражение нашей подсознательной мысли, что сознательность — штука опасная. Она нарушает идиллическое наше животное существование. Однако, как ни парадоксально, большинство из нас не променяет свое сознание на благословенное неведение. Болезнь болезнью, а жить без «я» мы уже давно не можем. Даже Унамуна признавал, что именно через муки сознания человек находит свою душу и подлинную ценность жизни. Так что вирус самосознания хотя и отравляет нас тревогой, но и одновременно делает нас людьми, творцами культуры, искателями смысла. Но что если эту мысль довести до предела? Каков самый худший сценарий, самый настоящий хоррор, связанный с нашим даром? Это рефлексировать? Для ответа обратимся к фантастической истории Стивена Кинга, которая наглядно показывает весь кошмар сознания, вышедшего из-под контроля. Представьте эксперимент. Человек соглашается на телепортацию, но вопреки инструкциям не усыпляет себя на время прыжка. Именно это произошло в рассказе Стивена Кинга «Долгий Джонт». В недалеком будущем изобрели телепорт, его прозвали Джонт. Он позволял мгновенно переносить объекты и людей на любые расстояния. Было одно странное условие. Живое существо обязательно должно быть без сознания при телепортации. Ну, иначе происходило нечто ужасное. В легенде, описанной Кингом, осужденный преступник добровольно вызвался пройти через портал, скажем так, с открытыми глазами. Он исчез в одном месте и тут же появился в другом. Физически он невредимый, но он совершенно безумный и с белыми от ужаса волосами. Перед смертью этот несчастный кричал, что в Джонте он пробыл вечность. Позже ученые догадались, в чем дело. Хотя телепортация мгновенная для тела, но для разума она длится бесконечно долго. Сознание, не отключенное сном, остается наедине с собой в абсолютной пустоте, и субъективно человек переживает миллионы лет одиночества. Прям в ничто, в нигде. Неудивительно, что такой опыт ломает даже самую сильную психику. А кульминация рассказа заставляет холодок пробежать по спине. Несмотря на предостережение, маленький сын героя решает тайком проверить легенду прямо на себе. Мальчик притворяется спящим и проходит через Джонт в сознании. На другом конце телепорта отец встречает уже не ребенка, а дряхлого старика в теле мальчика.
Сын за считанные секунды посидел и обезумел. Он хохочет и одновременно рыдает. Он выкрикивает, что пробыл там бесконечно долго, и это было хуже любой смерти. Жуткая метафора, не правда ли? Кинг иллюстрирует предельный случай. Сознание без границ становится адом. Наш разум замечательный инструмент, пока он не занят обработкой сигналов реальности, общением, творчеством. Но представьте его самого себе в пустоте, и он начинает пожирать себя. В вечной тишине сознание превращается в клетку, где мы застреваем со своими демонами на бесконечное время. Этот кошмарный образ заставляет задуматься, а вдруг действительно что-то проникло в нас, заставив бедные человеческие мозги страдать от таких мыслей. Может, вирус самосознания не просто метафора, а реальность, против которой мы просто бессильны. Впрочем, давайте выдохнем. Рассказ Кинга все-таки фантастика и гипербола. Но именно через гиперболу порой легче увидеть суть. Сознание — это величайшее благо, но в экстремуме оно же и источник величайшей боли. Ни одно животное не способно испытать то, что пережил герой Долгого Джонта. И, возможно, это к лучшему. Итак, мы рассмотрели идею самосознания как вируса с разных сторон. Получился своеобразный парадокс. Наше «я» — это одновременно похоже на вирус информационный, который распространяется как мем, заражает новые умы, и порождено вирусом биологически. Это как древний ген в мозгу смог запустить мышление и порой себя ведет как болезнь, там, причиняет нам страдания. Но стоит ли в самом деле видеть в сознании лишь инфекцию? Вирус обычно стремится использовать носителя в своих целях и часто ему вредит. Но сознание же, сколько бы боли оно нам не приносило, дало нам несравненно большее, если бы внезапно появился антивирус, способный навсегда отключить самосознание, то вернули бы мы себе райское неведение. Да, мы бы избавились от страхов и тревог, но вместе с ними исчезли бы и наше искусство, любовь, наука, юмор, да, мечты, все, что делает жизнь осмысленной. Недаром говорят, большое знание — большие печали. Однако жить без знания мы не согласны. Так что пускай самосознание в чем-то напоминает вирус, это наш вирус. Он не захвачен извне зловещим разумом. Скорее, это эволюционный путь Вселенной познать себя. Вспомним, что вирусы в природе не всегда враги. Некоторые становятся частью нас и помогают выжить. Вирус сознания, если он и есть, оказался весьма удачным симбиотом. Да, он мучает нас вопросами, но что же движет тогда нами вперед? Возможно, именно инфицированность идеями и самостью заставила человечество создать музыку, живопись, искать смысл бытия и тайны мироздания. Идея «разум как вирус» скорее метафора, помогающая взглянуть на себя со стороны. Мы же разобрали ее без конспирологии и мистики, опираясь на науку и логику. И видим, что зерно истины в ней есть, пусть и образное. В финале хочется спросить, а как вы считаете, что бы могло быть, если бы мы не заразились самосознанием? Остались бы довольными животными на лоне природы? Или без этого вируса не было ни человечества, ни всех чудес культуры? Ответ неоднозначен. Одно ясно — назад пути нет. Мы носители разума и должны жить с этим вирусом до конца. И кто знает, возможно, самосознание — это не ошибка природы, а ее самый смелый эксперимент. Вирус или дар, а может одно неотделимо от другого, решать именно вам. Так что спасибо, что досмотрели данный видеоролик до конца. Берегите свой разум и будьте здоровы. В самом широком смысле этого слова. Обязательно оставьте комментарий, что думаете по этому поводу. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение. А с вами был Сыч. Всем удачи и всем пока.